Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Сегодня мы поговорим на тему просветления и умопомешательства. Это очень тонкие грани. Только сильная, созревшая, мудрая, подготовленная душа может прийти к осознанности глубокой и просветлению, так как она уже подготовила свое сознание к принятию информации такой, что у нормального человека, среднестатистического, для него она будет неразумна и сумасшествие. Для осознанного просветленного человека это уже нормальная информация, так как он ее может обрабатывать, он ее применяет, и он взаимодействует с этой информацией в своей жизни и окружающей среде. Люди, которые сошли с ума в большей степени, это те люди, которые не смогли совладать с осознанностью и просветлением. На них снизошел дар Создателя. Он дал им эту энергию, он дал им эту силу, можно даже сказать. Но человек не справился с этим. И у него произошел сдвиг реальности. И ему очень тяжело сонастроиться с нашей реальностью и той реальностью, которую он воспринимает. Это не конечная фаза того человека, который помешался, потому что умопомешательств большое, громадное количество и развитие векторов, куда оно идет. У каждого человека индивидуально. Человек просветленный может видеть каждого, кто сошел с ума, адекватным и разумным. Не потому, что он хочет его сделать таким. Он видит, почему эта ситуация могла произойти с этим человеком. Где он не совладал, почему у него не хватило духовной силы совладать с этой энергией, и он перешел с одного состояния в другое. Как говорил в одной книге Кастанеде, там было сказано «точка сборки». Вот и я говорю за точку сборки в сознании человека. Кто читал эту книгу, тот может чуть-чуть меня приблизительно понять. Это эзотерическая книга. Точка сборки. Вот людей, кто не дружит со сознанием, у людей, у которых точка сборки подвижная, он не может сфокусироваться на реальности, понимаете? Он не может совладать, как не может вести машину. Он с одной прыгает в другую. У осознанного просветленного человека, глубоко осознанного, подчеркну, он может с этим совладать. Соответственно, когда он переносит свое сознание в точку сборки того человека, который умалишенный, он может его естественно понимать, на какой волне он говорит, откуда он говорит, с какого восприятия реальности. И он может видеть его вполне нормальным и здоровым человеком. И это не секрет, понимаете? Это способности. Наше общество еще молодое. Оно еще не готово принять и осознать в больших массах, о чем я говорю. Так что эту информацию поймут не очень большое количество людей. Не потому, что я этого не хочу, потому что это довольно-таки глубокая информация и нелегкая. Или наоборот поймут все, тогда я вообще закричу. Уа! Ну, продолжим. У человека просветленного уже подготовленное сознание, подготовленная психика, подготовленная осознанность к той информации, которая поступает к нему, когда все оживает. Когда один человек может сказать, я там Сталин, я Гитлер, я то-то, то-то. Для просветленного это будет вообще никакое не удивление. Скажу, ну прекрасно. И не потому, что он сумасшедший, потому что этот человек отождествил себя с ним. Он вошел в эту энергетическую волну, и он стал им. Так как мы сейчас с вами оживаем, и так же, как мы с вами сейчас, каждый представляет себя в своей индивидуальной роли. Понимаете? Если посмотреть
с высоких вибраций, то люди будут казаться сумасшедшими. Почему они будут казаться сумасшедшими? Потому что им кажется, что они отделимы от всего создания. И когда им говоришь, что вы же себя не создаете, вы себя не оживляете, вы ни одним процессом не управляете, человеку очень тяжело это осознать и принять, так как он искренне верит, что это он. Но когда указываешь на него, говоришь, это тело ты не оживляешь, его разум не хочет в это верить, потому что он привык с детства, и ему внушили, что это он является отдельным, Мишей. Он отделим от всех. Но когда человек пребывает в осознанности, в глубокой и просветлении, он понимает, что Миша, природа за спиной у меня – это вообще неотделимые частицы одной ясности, одного сознания. Они неделимы и нерушимы. Да, создается игра для Миши, это правда. Да, создается игра для вас, определенная каждая игра в своей реальности, в своем окружении, в своих ситуациях, в своих познаниях. Это отделимые игры. Но вернемся, что такое умопомешательство. Этот человек просветлел в определенный момент. И он себя отождествил в этот момент с Гитлером. И его точка сфокусировалась в этом энергетической, знаете, как вот на спине, месте с Гитлером. И все, и он стал Гитлером. Эту точку сборки может только убрать просветленный человек, направить ее или опять раздвигать, чтобы человек пришел в сознание, и эта точка сборки могла двигаться, как понимание сознания. И можно вернуть в то, где он родился, вот, например, Миша. А Миша в одну секунду подумал, что он там Сталин, представляете? Это возможно, потому что эту игру оживляет одна энергия. Она неделимая, она нерушимая. Соответственно, какие способности у человека, он может настроиться с любым человеком. Он даже может видеть глазами человека с животным и природой. Да. В астральном мире часто многие, кто знаком со сновидениями, астральным миром, он понимает, что он может видеть животными, людьми и так далее. Не буду туда уходить. Это становится естественно. Маги, провидцы, просветленные люди в будущем, для них это была информация открыта, понимаете? Она не закрыта. Почему многие маги любых частей мира могли наблюдать глазами сокола, орла? И они себя могли отождествлять с этим. Они могли перья делать, костюмы, понимаете? Они вживались в эту роль. И они могли смотреть глазами орла. И это не секрет, это не удивление. В современном мире это уже даже не мистика. Это становится естественной способностью человека. Тот, кто стремится к духовному пробуждению, духовному просветлению и познанию себя в этом мире. Познаючи себя, вы познаете мир весь, абсолютно весь. Потому что этот весь мир заключен в вас, в вашей душе. Вы сможете сливаться и видеть все живым, как частью проявления своего индивидуального прекрасного сознания, которое не делит себя на другого и чужого. Оно просто взаимодействует с тем человеком, не отделяет себя, понимая, что его оживляет ее стул и всему, что я вижу, дает энергия Бога, Создателя. Она единая энергия. Там нет энергии Миши, там нет энергии стула, там единая энергия, там единый порыв этой магии жизни, прекраснейшей.
Когда эта энергия включится в вас, вы увидите все чудеса этого мира. Потому что современный мир видит очень примитивную и ограниченную реальность. Это те способности, которые человек желает развивать добровольно и сам, и потихоньку. К ним нельзя стремиться быстро. Я наблюдаю очень много групп интересных, которые сейчас присутствуют на Земле. Но пошагово я еще не встречал, чтобы осознанный просветленный человек пошагово мог объяснять своим ученикам. Он просто вводит свое состояние, а они побыли в этом состоянии, он всех отправил, все, идите домой, заплатите деньги. Это делали в храмах. Представляете, что я вам сказал? Только это делали не в каждом храме, это делали тех, у кого есть этот дар. Серафим Саровский, Матрона, Иоанн Креститель, Иисус. Все великие души. Я понимаю, о чем говорили они. Обычный человек не может это понять, потому что к этой информации надо подойти духовно. Надо избавиться в начальном пути от тех слабостей, которые присущи каждому человеку, которые не дают возможность войти в тот волшебный, прекрасный мир любви, из которого я вам говорю, где нет разделенности, но есть личности. Да, они ходят, но в сознании просветленного нет уже разделенности. Не потому, что он этого не хочет, он это видит и знает всем своим естеством. Соответственно, у этого человека нет желания кому-то вредить, что-то делать. Он понимает, что это мое тело в разных его проявлениях. Он даже себя не отождествляет больше с Мишей. В этом нет нужды. Нет нужды в этом ограничении. Поверьте, ни один из вас не будет держаться за вашу страну, если у вас откроются двери познания мира, где вы сможете свободно передвигаться с достатком в кармане, не чувствовать проблем. Поверьте, каждый из вас захочет быть свободным и владеть всей землей. Не владеть одним государством, не восхвалять единственный палец на руке, что он самый лучший. Это часть всего организма. Наши страны, где мы живем, это часть одного организма. И если себя человек отождествляет, будь то это страна Украина, это Россия, это Америка. Если вы себя с чем-то отождествляете, вы себя ограничиваете от всего тела, понимаете? И вы хвалите, какой вы классный, там, мизинец или палец, или на это палец. Италия, Франция, неважно. Мое обращение только тем людям, кто готов эту информацию осознать, понять и кто горит научиться. Я для этого и записываю. Подготовление сознания созревающих душ. Вы всегда можете ко мне обратиться. Это мой путь жизни. До конца своих дней я буду этим заниматься. Заниматься чем? Заниматься помощью каждому человеку, кто желает познать и стать всеобъемлющим, любящим, не отождествляющий себя ни с чем, а стать всем. Вы представляете, какое разное ощущение восприятия реальности, какое-то богатство. Но к этому надо подойти под четким руководством. Это не значит, что я какую-то секту создаю. Я создаю определенный уровень людей, который будет идти. Я веду людей. Я понимаю, что человеку надо сделать то, сделать то, сделать то. Понимаете? Только ваше доверие, искреннее и понимание слышания меня откликнется в вас. И только тогда вы сможете ко мне обратиться. И это будет естественный процесс. Но я повторяю, каждого душа должна быть открыта и готова к познанию себя.
Все, кто застрял в магии, все, кто застрял в отчаянии, кто в расстройстве, поверьте, это ваш старт в познание всей жизни, всей ее красоты, всей ее обильности. Это не простое ограниченное какое-то мышление. В своих ограниченных рамках я предлагаю вам весь мир, чтобы вы открыли в своих душах. Я понимаю, о чем я говорю, и я несу ответственность за свои слова перед каждым и перед Создателем. В первую очередь. Я всегда к Нему обращаюсь: Отец мой. Понимаете? Потому что у меня есть глубокое понимание, что мы все состоим из одной энергии, которая нас оживляет. И нет времени для вражды. Вражда ограничивает ваше понимание реальности. Понимаете? Да, в этом мире созданы такие инструменты. Вам будут мешать, вас будут отвлекать, вас будут то делать. Но это часть этого созревающего процесса души в этом прекрасном божественном мире. Будут дергать. Я не говорю, что я буду вам сладость давать. Нет. Я буду давать тот эликсир любви, который вы будете добывать сами, но под наблюдением той энергии, которая вас любит и искренне открыта к вам, не отделяя ни хороших, ни плохих, ни каких-либо. Да будем мы в нашей прекрасной Вселенной едины, неделимы и любви обильны. Любовь – это самое прекрасное, что я могу вам дать при разговоре с вами. С любым человеком, если у него будет открыто сердце. Поверьте, я каждого из вас очень хорошо чувствую, когда разговариваю. И кто со мной уже разговаривал, он это прекрасно понимает и осознает. Лучше не хитрить, лучше не обманывать, лучше не проверять, лучше придите с открытыми сердцами. И тогда вы познаете то, чего вы еще не познали. От той энергии, которая не является Мишей. Миша в этом моменте служит только как оболочка. Это не его дар, это не его способности, но он пребывает и находится в этой энергии. Всем мира добра и любви, мир вашему дому. Жду с нетерпением каждого созревшего человека и общению с вами.